Сегодня ему 28. Миллионы подписчиков. Обложки журналов. Его обсуждают на 3 континентах. Но что если я скажу вам, что всего 10 лет назад его имя не знал никто? Даже режиссеры, которые сейчас выстраиваются в очередь за встречей, тогда просто проходили мимо на кастингах. Вот что скрывают от вас за красивыми кадрами с красных дорожек историю человека, который не должен был стать звездой. У него не было связей. Не было денег на дорогую актерскую школу. Не было никого, кто открыл бы ему двери в индустрию. Была только одна вещь – внутреннее ощущение, что он создан для чего-то большего. И знаете что? Это ощущение чуть не сломало его. 28 января. День рождения Мирта Рамазана Демира. И сегодня я расскажу вам историю, которую он сам никогда не рассказывал публично полностью. Потому что в ней есть моменты, о которых не принято говорить вслух. Моменты, когда все могло пойти совсем по-другому. Стоп! Прежде чем продолжить, посмотрите на это фото. Видите этого парня? Худой, неуверенный взгляд, дешевая куртка. Это он. 2015 год. Ему 17. Он только что приехал на свой первый кастинг в большой проект. Угадайте, что произошло дальше? Его даже не пригласили в комнату. Сказали ждать в коридоре. Он просидел там 4 часа. А потом ему сообщили, что роль уже отдали. Вот с чего начинается настоящая история. Шили. Небольшой район на окраине Стамбула. Многодетная семья, 4 братьев, 1 сестра. Квартира, где постоянно шумно, где нужно делить все, внимание родителей, одежду, даже мечты. Его семья была простой. Никакого гламура. Никаких связей в мире кино. Отец работал с утра до ночи, мать растила детей. И никто из них даже не думал, что один из сыновей однажды окажется на экранах по всему миру. Знаете, что формирует характер сильнее всего? Когда ты с детства понимаешь, никто не придет и не даст тебе ничего просто так. Когда ты растешь среди братьев, ты учишься конкурировать. Ты учишься постоять за себя. Ты взрослеешь быстрее, чем тебе хотелось бы. И именно эта внутренняя сталь, которую никто не видит на фотографиях, стала его главным оружием. Но вот парадокс. В подростковом возрасте Мерт совсем не думал об актерстве. Его мечта была другой. Он хотел стать профессиональным спортсменом. Футбол. Баскетбол. Он проводил часы на площадках, тренировался до изнеможения, представлял себя на больших стадионах. Это была настоящая страсть. Не игра в мечты, а реальная цель. И вот что никто вам не расскажет о таких историях. Иногда самый важный поворот в жизни происходит не тогда, когда ты находишь свое призвание, а когда ты понимаешь, что то, чем ты занимался все это время, не твое. Представьте, вы отдали годы чему-то, вложили всю энергию, а потом осознаете, это не приносит того, чего вы ищете. Страшно. Еще бы. Мерт почувствовал это в 16. Где-то глубоко внутри появилась пустота. Он выигрывал матчи, но не чувствовал радости. Тренировался до боли в мышцах, но не чувствовал удовлетворения. И тогда случилось то, что он сам называет странным импульсом, желание проживать другие жизни. Не свою. Чужие. Становиться кем-то другим. Чувствовать то, что чувствуют другие люди. Это был неосознанный выбор профессии. Это была внутренняя потребность, которую он даже не мог объяснить родителям. Как объяснить, что тебя тянет к чему-то, чего ты толком не понимаешь сам? Как сказать семье, что ты хочешь заниматься чем-то настолько ненадежным, что у тебя даже нет гарантий на завтрашний день? Но он сказал:
И знаете, что самое сложное? Это не их сомнения. Это его собственный страх. Потому что в тот момент он не был уверен ни в чем. Он просто чувствовал, что должен попробовать. И вот здесь начинается то, о чем мало кто знает. Потому что дальше была некрасивая история восхождения. Дальше были годы, когда он был никем. Буквально. Актером без ролей. Лицом без имени. Человеком, который приходил на кастинги и слышал одно и то же: «Спасибо, мы вам перезвоним». И никто не перезванивал. 2015, 2016, 2017. 3 года. Знаете, сколько это 3 года ожидания, когда ты каждый день просыпаешься с надеждой, а засыпаешь с разочарованием? Это проверка. На прочность. На то, действительно ли ты хочешь этого или просто играешь в мечты. Мерт получал роли. Но какие? Эпизоды. Сцены без слов. Персонажи без имен. Парень в кафе. Студент номер 3. Иногда его даже не было в титрах. Он приходил на площадку, отыгрывал свои 5 секунд и уходил. И никто не замечал его. Никто. Вот что происходит с большинством молодых актеров, они ломаются именно здесь. На этом этапе. Когда ты уже вложил все, но результата нет. Когда твои друзья начинают строить карьеры, зарабатывать деньги, а ты все еще ждешь своего шанса. И с каждым днем голос в голове становится все громче. А может, это не твое? Может, пора остановиться. Но был один момент. Один эпизод, который все изменил. И это не была роль. Это был отель в Адане. Номер 701. Что произошло в том номере? Почему именно эти цифры он набил себе на коже? Он рассказывал об этом только один раз и очень кратко. Говорил, что там он пережил что-то важное. Что-то, что заставило его принять решение. Какое именно, он не сказал. Но после той ночи он больше не сомневался. 7. 0. 1. 3 цифры на его теле. 3 цифры, которые видят миллионы, но значение которых не знает почти никто. Это не просто татуировка. Это код. Напоминание. О том моменте, когда он мог сдаться, но не сдался. И вот что началось дальше: медленный, мучительный подъем. 2018 год. Ему 20. Он все еще никто. Но что-то изменилось внутри. Если раньше он приходил на площадку с надеждой понравиться, то теперь он приходил с другим настроем понять. Понять персонажа. Даже если это роль на 10 секунд. Даже если у героя нет имени. Он начал относиться к каждому эпизоду как к экзамену. Не для режиссера. Для себя. Знаете, что отличает актера, который выгорит через пару лет, от того, кто останется навсегда? Отношение к мелочам. Большинство молодых артистов воспринимают маленькие роли как унижение. Мерт воспринимал их как тренировку. Он пересматривал свои сцены. Анализировал мимику. Интонации. Жесты. Иногда до боли в глазах. Иногда до ненависти к себе. Потому что видел каждую ошибку. И это его разъедало. Вот чего не показывают в красивых документалках про успех: этот внутренний перфекционизм, который граничит с саморазрушением. Когда ты смотришь на свою работу и думаешь: это отвратительно. Я мог лучше. Когда ты ненавидишь себя за каждую неточность. Когда ты не можешь заснуть, прокручивая в голове сцену, которую уже не переснимешь.
Его окружение начало замечать странность. Мерт был тихим. Слишком тихим для актера. Он не пытался выделиться на площадке. Не шутил громко. Не флиртовал с продюсерами. Не играл в звезду до того, как ею стал. Он просто работал. Приходил вовремя. Делал свое дело. Уходил. И люди не понимали, то ли он слишком скромен, то ли просто не умеет пробивать себе дорогу. Но режиссеры постепенно начали что-то видеть. Не все. Но некоторые. Те, кто обращает внимание не на громкость, а на глубину. Они замечали, как он слушает. Как держит паузу. Как смотрит, когда молчит. И это было странно для такого молодого актера, а обычно в этом возрасте все торопятся заполнить пространство. Он же умел быть пустым. Чтобы персонаж заполнил его. 2019. Великолепный век, империя Кесем. Эпизод. Потом госпожа Фазилет и ее дочери. Снова эпизод. Потом еще проект. И еще. Его лицо мелькало на экранах, но никто не запоминал его имени. Вы знаете, каково это? Быть везде и нигде одновременно. Ты на телевидении, но ты невидим. Ты актер, но тебя как будто нет. И тут произошло первое настоящее изменение. Не прорыв, но трещина в стене. Учитель. 2020 год. Криминальная драма. Роль Атэша. Это был первый персонаж, у которого было имя. История. Конфликт. Это была первая роль, где ему дали не 10 секунд, а пространство для игры. И он использовал это пространство полностью. Атэш был сложным, противоречивым, опасным и уязвимым одновременно. Мерт не играл его. Он жил им. И впервые зрители начали задавать вопрос: кто этот парень? Не какой красивый, не неплохо сыграл. А кто он? Вот что происходит, когда актер перестает быть фоном и становится присутствием. Люди не могут объяснить, что именно их зацепило. Но что-то зацепило. Это не техника. Это не заученные приемы. Это то, что нельзя подделать, внутренняя правда. Когда человек на экране настолько честен в своем переживании, что ты веришь ему безоговорочно. Критики начали упоминать его имя. Не в главных заголовках, но в текстах. Обратите внимание на молодого актера. Интересная работа Мерта Рамазана Демира. Это были первые сигналы. Индустрия начала поворачиваться в его сторону. Медленно. Очень медленно. Но начало. И знаете, что самое опасное на этом этапе? Поверить, что ты уже чего-то достиг. Расслабиться. Решить, что теперь все пойдет легко. Большинство актеров ломаются не на взлете, а на первом успехе. Потому что они перестают голодать. Перестают доказывать. Начинают думать, что заслужили внимание просто фактом своего существования. Мерт не расслабился. Наоборот. После «Учителя» он стал еще более требовательным к себе. Он понял, что у него появился шанс. Но один шанс – это не карьера. Это просто возможность не исчезнуть сразу. И он начал готовиться. К чему? Он сам не знал. Но чувствовал, что что-то большое приближается. 2021. Пандемия. Мир остановился. Съемки заморозились. Все сидели по домам. И в этой тишине, когда казалось, что все рухнуло, где-то в продюсерских кабинетах начали обсуждать новый проект.
Сериал. Амбициозный. Дорогой. С риском. Потому что главный герой был неприятным. Ферит Корхан. Богатый. Избалованный. Инфантильный. Эмоционально незрелый. Импульсивный до агрессии. Человек, которого легко возненавидеть. Роль, которая могла уничтожить карьеру, если сыграть ее неправильно. Потому что зрители не прощают героев, которых невозможно полюбить. Они просто переключают канал. Продюсеры искали актера. Кто-то харизматичный, но не отталкивающий. Кто-то сильный, но способный показать слабость. Кто-то молодой, но с глубиной. Список кандидатов был длинным. Мерт был в нем. Но не на первом месте. Кыстинг. Он вошел в комнату. Прочитал сцену. Режиссер попросил повторить. Он повторил иначе. Попросили еще раз. Он снова изменил подход. И в какой-то момент все в комнате поняли, вот он. Не потому, что он играл лучше всех, а потому, что он не боялся быть неприятным. Он не пытался сделать Ферита милым. Он делал его живым. Что если я скажу вам, что этот выбор изменил не только его жизнь, но и всю турецкую телеиндустрию? Звучит громко. Подождите. Вы еще не знаете, что произошло дальше. 22-й год. Зимородок. Первая серия выходит в эфир. Реакция мгновенная. Но странная. Половина зрителей пишет: «Я ненавижу этого персонажа». Вторая половина: «Я не могу оторваться от экрана». И это был знак. Потому что равнодушия не было. 0. Все говорили о Ферите. Все спорили. Все анализировали. А когда персонажи начинают спорить, значит, актер сделал невозможное, сделал его настоящим. Мерт не играл Ферита как злодея. Он играл его как ребенка в теле взрослого мужчины. Травмированного. Потерянного. Защищающегося агрессией, потому что не умеет по-другому. И через жесты, через взгляды, через паузы он показывал то, что сценарий не прописывал словами: боль. Глубокую, детскую боль человека, которого никто никогда не научил быть любимым. И зрители это почувствовали. Даже те, кто ненавидел персонажа, не могли перестать смотреть. Потому что под слоями его отвратительного поведения они видели что-то человеческое. Что-то, что им знакомо. Потому что каждый из нас хоть раз чувствовал себя Феритом, потерянным, непонятым, защищающимся через нападение. Рейтинги взорвались. 2-й эпизод. 3-й. Сериал стал событием. Не просто популярным проектом. Событием. О нем говорили на работе. В университетах. В социальных сетях. Мемы. Фанатские теории. Анализы каждого взгляда. Каждого жеста. А Мерт Рамазан Демир за 3 месяца из никого превратился в одно из самых обсуждаемых имен турецкого телевидения. Но знаете, что самое странное? В момент, когда тебе начинают говорить все, ты перестаешь принадлежать себе. И именно здесь начинается настоящее испытание. Потому что слава – это не награда. Это экзамен. На прочность. На то, кто ты есть, когда мир смотрит на тебя и ждет, что ты сломаешься. И тут в историю входит она. Афра Сарачоглу. Произнесите это имя в Турции, и вы увидите реакцию. Улыбки. Восхищение. Споры. Она уже была звездой до «Зимородка». Талантливая. Красивая. С армией фанатов. И когда объявили, что
что именно она сыграет Сейран, девушку, которая изменит Ферита, реакция была предсказуемой. Идеальная пара. Но это о персонажах. А что насчет реальности? Первый съемочный день. Они встретились на площадке. Обычные вежливые фразы. Рукопожатие. Репетиция сцены. И что-то произошло. Что именно, не знает никто. Но съемочная группа это почувствовала. Режиссер попросил повторить сцену. Потом еще раз. Не потому, что было плохо, а потому, что было слишком хорошо. Вы когда-нибудь видели двух актеров, между которыми есть настоящая химия? Не игра, не техника, а то необъяснимое притяжение, которое чувствуется даже через экран, когда они смотрят друг на друга, и воздух будто становится плотнее. Вот это было с первого дубля. И это создало проблему. Потому что зрители, они не дураки. Они видят разницу между актерской игрой и настоящим чувством. И когда вышла первая серия, социальные сети взорвались не от сюжета. От них. От того, как Мерт смотрел на Афру. От того, как она отвечала на его взгляд. От пауз между их словами, которые говорили больше, чем весь сценарий. Они точно вместе. Это невозможно сыграть. Посмотрите на его глаза, он влюблен по-настоящему. Комментарии множились. Фанаты начали собирать доказательства. Скриншоты. Анализы жестов. Совпадения в историях социальных сетей. Одинаковые локации. Похожие посты в одно время. И самое интересное, ни он, ни она ничего не говорили. Ни подтверждения. Ни опровержения. Просто тишина. И эта тишина работала сильнее любых слов. Потому что люди начали додумывать. А когда человек додумывает историю сам, она становится в 100 раз сильнее любой официальной версии. Знаете, что произошло дальше? Интерес к сериалу удвоился. Потому что люди смотрели его теперь не только ради сюжета. Они смотрели, чтобы увидеть их. Вместе. Каждый взгляд. Каждое прикосновение. Каждую сцену они разбирали на атомы, пытаясь понять, игра это или правда. Первые совместные выходы. Премьера. Они приехали отдельно. Но стояли рядом. Фотографы запечатлели момент. Мерт что-то шепчет ей на ухо, она смеется. Один кадр. И миллион интерпретаций. Он держал ее за талию. Она коснулась его руки. Посмотрите, как он на нее смотрит. Фанаты превратились в детективов. Каждое публичное появление разбиралось покадрово. Каждое интервью проверялось на скрытые смыслы. А Мерт продолжал молчать. В интервью его спрашивали прямо: «Вы с Афрой вместе?» Он улыбался. Делал паузу. И говорил что-то вроде: «Мы отличные партнеры по работе». И это «отличные партнеры» звучало так, что никто не верил ни единому слову. Вот что никто не понимает про публичные отношения. Иногда молчание стоит дороже признания. Потому что признание закрывает историю. А молчание оставляет ее открытой. И пока она открыта, люди продолжают обсуждать. Продолжают смотреть. Продолжают возвращаться. Но была и другая сторона. Та, которую видели только близкие. Мерт начал уставать. От внимания. От вопросов. От того, что каждый его шаг фотографируют. Каждое слово записывают. Каждый взгляд интерпретируют. Он говорил друзьям: «Я больше не могу быть собой. Все, что я делаю, становится поводом для обсуждения».
И это правда. Когда ты становишься публичным, ты перестаешь быть человеком. Ты становишься символом, проекцией чужих фантазий. И люди злятся, когда ты не соответствуешь их ожиданиям. Афра чувствовала то же самое. В одном из интервью она сказала фразу, которая вызвала взрыв: «Я счастлива в одиночестве». Просто фраза. Но фанаты восприняли ее как послание. Значит, они расстались. Она намекает на него. Он ее обидел. Мерт промолчал. Не ответил. Не прокомментировал. И это молчание прочитали как подтверждение. Хотя на самом деле это было просто нежелание участвовать в цирке. Вот чего не понимают люди, живущие вне публичного поля. Когда миллионы обсуждают твою личную жизнь, любое твое действие становится оружием. Промолчал, значит подтвердил. Сказал что-то, значит защищаешься, а значит есть что скрывать. Это ловушка без выхода. И посреди всего этого хаоса Мерт принял решение. Он начал дистанцироваться. От публичности. От интервью. От обсуждений. Он перестал комментировать личную жизнь вообще. Закрыл эту тему железной стеной. И знаете что? Это только усилило интерес. Потому что в мире, где все делятся всем, человек, который молчит, становится загадкой. А загадки притягивают сильнее любой открытости. Были ли они вместе? Есть ли они вместе сейчас? Что на самом деле между ними? Правда в том, что никто не знает. И, возможно, именно в этом и есть гениальность – не давать окончательного ответа. Оставить пространство для тайны. Потому что тайна – это то, что заставляет людей возвращаться снова и снова. Но вот что действительно важно – в этом хаосе слухов, обсуждений и фанатских теорий легко забыть о главном. О том, кто Мерт на самом деле. Не на экране. Не на красной дорожке. А в жизни. Когда камеры выключены. Когда свет погас. Когда он один. И те, кто работал с ним близко, говорят одно и то же. Мерт на публике и Мерт наедине – два разных человека. И второй гораздо интереснее первого. Потому что публичный Мерт – это образ. Контролируемый. Выверенный. Безопасный. А настоящий Мерт – это человек с противоречиями. Со страхами. С внутренними битвами, о которых никто не знает. Коллеги по площадке рассказывают, он приходит за час до съемки. Сидит в сторонке. Молчит. Не общается. Не шутит. Просто сидит и готовится. Входит в состояние. И когда его вызывают на площадку, он уже не Мерт. Он персонаж. Полностью. После дубля он не выходит из роли сразу. Ему нужно время. Он отходит. Дышит. Возвращается к себе медленно. И это не игра. Это не попытка выглядеть серьезным актером. Это его способ работы. Потому что он не умеет играть поверхностно. Он либо проживает, либо не делает вообще. Режиссеры говорят, с ним сложно. Не потому, что он капризен, а потому, что он требователен. К себе в первую очередь. Он может попросить переснять сцену, даже если все довольны. Потому что он видит то, чего не видят другие. Маленькую фальшь. Неточность. И это его разъедает. Вот что стоит за красивыми фотографиями: перфекционизм, граничащий с одержимостью. Человек, который не может остановиться. Который после съемочного дня приходит домой и пересматривает дубли. Анализирует. Ругает себя. Планирует, как сделать лучше завтра.
Знаете, что происходит с людьми, которые так работают? Они либо становятся великими, либо ломаются. Потому что такая интенсивность не может длиться вечно. Что-то должно произойти. Либо ты научишься контролировать это, либо это начнет контролировать тебя. И посреди всего этого, славы, обсуждений, давления, внутренней борьбы, Мерт оставался странно тихим. Не в смысле молчаливым, а в смысле внутренне отстраненным. Как будто часть его всегда где-то в другом месте. Наблюдает. Анализирует. Не дает себе полностью раствориться в происходящем. И возникает вопрос, кто он на самом деле? Что скрывается за этим спокойным лицом, за этими взвешенными словами, за этой тщательно выстроенной дистанцией? Ответ непростой. Потому что Мерт — это не одна история. Это несколько историй, живущих в одном человеке. Представьте человека, который на экране взрывается эмоциями, а в жизни боится лишнего слова. Который играет импульсивных, громких персонажей, а сам предпочитает тишину и одиночество. Это не лицемерие. Это защита. Мерт – интроверт. Настоящий. Не тот, кто просто устает от людей, а тот, кто физически теряет энергию от большого количества контактов. Съемочная группа быстро это поняла. После долгого дня на площадке, когда все идут ужинать вместе, шутить, расслабляться, он исчезает. Не из грубости. Просто ему нужно восстановиться. Побыть наедине с собой. Знаете, что говорят психологи? Интроверты не боятся людей. Они просто перерабатывают информацию иначе. Каждый разговор, каждая эмоция, каждое взаимодействие оставляют след. И этот след нужно обработать. В тишине. В одиночестве. Иначе внутри начинается хаос. И вот Мерт, человек, который обрабатывает мир глубже, чем большинство, оказывается в центре внимания миллионов. Каждый день десятки интервью. Сотни сообщений. Тысячи взглядов. Камеры. Вопросы. Ожидания. Это как поместить человека, которому нужна тишина, в центр рок-концерта. И сказать «живи так». Каждый день. Близкие рассказывают, он начал избегать светских мероприятий. Приходит только если это профессионально необходимо. Премьера – да. Награждение – да. Но вечеринка ради вечеринки – нет. Он уходит рано. Держится в стороне. Не пьет. Не танцует. Просто присутствует. Физически. А мысленно давно уже где-то в другом месте. И люди это замечают. Начинают говорить, он высокомерный. Звездная болезнь. Возомнил себя. Потому что в мире, где публичность приравнивается к доступности, человек, который держит дистанцию, выглядит подозрительно. Но вот что на самом деле, он не высокомерен. Он истощен. Это разные вещи. Высокомерие, когда ты считаешь себя выше других. Истощение, когда ты просто не можешь больше притворяться, что все в порядке. В интервью он выбирает слова осторожно. Делает паузы. Долгие. Некомфортные для журналистов, которые ждут быстрых ярких цитат. А он думает. Проверяет внутри себя, действительно ли это то, что он хочет сказать? Не будет ли это истолковано неправильно? Можно ли доверять этому человеку напротив? Вот сколько фильтров работает в его голове каждый раз, когда он открывает рот публично. И это утомляет. Не физически. Ментально. Когда каждое слово может стать заголовком. Когда каждая фраза будет разобрана на цитаты и вырвана из контекста.
Но есть и другая сторона. Та, которую видит только на площадке. Когда начинается сцена, он преображается. Все напряжение уходит. Вся зажатость исчезает. Потому что там, в пространстве роли, он защищен. Там он не мертв, которого судят. Он персонаж. И это дает свободу. Партнеры по съемкам говорят, работать с ним легко. Он слушает. По-настоящему слушает. Не ждет своей реплики, думая о том, что скажет сам. А проживает то, что говорит другой актер. Реагирует. Подстраивается. Дает пространство. Это редкость. Большинство молодых актеров одержимы собой. Своей игрой. Своим кадром. Мерт одержим правдой сцены. И если для правды нужно отступить на задний план, он отступает. Если нужно промолчать, молчит. Если нужно не играть вообще, а просто быть, он просто есть. Режиссеры за это его ценят. Потому что такие актеры делают всех вокруг лучше. Они не тянут одеяло на себя. Они создают атмосферу, в которой сцена начинает жить сама. Но за кадром он возвращается в свою оболочку. Отстраняется. И это создает странное ощущение, будто он живет в двух мирах. В одном мире он свободен. В другом – заперт. Его образ жизни минималистичен. Простая одежда. Нейтральные цвета. Ничего кричащего. Даже на фотосессиях для модных журналов он выглядит скорее задумчивым, чем ярким. Стилисты говорят, он не любит эпатаж. Не любит костюмы, которые привлекают внимание. Хочет, чтобы одежда была фоном, а не акцентом. Это опять же защита. Чем меньше ты выделяешься, тем меньше на тебя смотрят. Чем меньше на тебя смотрят, тем легче дышать. Дома он предпочитает тишину. Музыку редко. Телевизор почти никогда. Он читает. Много. Интервью с режиссерами. Книги по актерскому мастерству. Философию. Психологию. Ищет ответы на вопросы, которые его мучают. Кто я? Что я делаю? Зачем все это? Вот что скрывается за успехом экзистенциальный кризис. Человек получил все, о чем мечтал. И вдруг понял, что это не принесло счастья. Не принесло покоя. Принесло только больше вопросов. Он говорил об этом однажды, очень кратко. Сказал, слава – это не награда. Это ответственность. И чем больше людей тебя знают, тем меньше ты принадлежишь себе. Журналист попытался развить тему. Мерт закрылся. Больше не вернулся к этому разговору. Но фраза осталась. И в ней все. Весь его внутренний конфликт. Потому что он хотел быть актером. Но не хотел быть звездой. А в современном мире одно невозможно без другого. Знаете, что происходит с людьми, которые живут в постоянном противоречии? Они либо находят баланс, либо разваливаются. И Мерт искал этот баланс отчаянно. Пытался отделить работу от жизни. Профессию от личности. Но это невозможно, когда твоя профессия – быть публичным. И вот тут проявляется его самокритичность. Та самая, которая была с самого начала. Он пересматривает свои сцены. Видит ошибки, которых не видит никто. Ругает себя. Внутри. Тихо. Никому не говорит. Но это его разъедает. После премии «Лучший молодой актер» он вернулся домой и сказал другу: «Я не заслужил это». Друг удивился: «Ты шутишь?»
Ты сделал невозможное. Мерт покачал головой. Я вижу все места, где мог сыграть лучше. Все моменты, где фальшивил. Награда не меняет этого. Вот как работает перфекционизм. Он не дает радоваться. Потому что всегда есть планка выше. Всегда есть версия себя, которая сделала бы лучше. И ты живешь не в настоящем, а в постоянном сравнении с идеалом, которого не существует. Психологи называют это синдром самозванца. Когда даже при очевидных успехах человек чувствует, что обманывает всех. Что рано или поздно раскроется, что он не настолько хорош, как думают другие. И это чувство не уходит с наградами. Оно только усиливается. Потому что ставки растут. Мерт тренируется. Каждый день. Не для фотосессий. Для себя. Спорт для него – способ выключить голову. Когда ты делаешь физическую работу, мысли затихают. Хотя бы на время. Это не про тело. Это про спасение от собственного ума. Он гуляет. Долго. По Стамбулу. По районам, где его не узнают. Надевает капюшон. Опускает голову. И идет. Без цели. Просто идет. Наблюдает. Слушает город. Возвращается к себе через движение. Друзья у него есть. Но мало. Очень мало. Он не умеет поддерживать много связей. Выбирает людей тщательно. И тех, кого выбрал, держит близко. Но не показывает. Не рассказывает о них. Не выставляет дружбу на показ. Потому что единственное, что у него осталось личным, это именно это. Люди, которых он любит, но которых мир не знает. В отношениях он осторожен. Болезненно осторожен. Потому что знает, любая его связь станет публичной. Любая девушка рядом с ним автоматически попадает в центр обсуждения. И не каждый человек готов к такому давлению. Поэтому он предпочитает быть один. Это безопаснее. Для него. И для другого человека. Он говорил об этом в интервью. Сказал, что для него важнее всего доверие. Не страсть. Не романтика. А доверие. Чувство, что человек рядом не использует тебя. Не строит карьеру на твоем имени. Не продаст историю за деньги. Просто любит. По-настоящему. Без расчета. И знаете, сколько таких людей он встретил? По его собственным словам, 0. Может быть, поэтому он до сих пор один. Не потому, что не хочет близости, а потому, что близость в его мире стала роскошью, которую невозможно себе позволить. Мерт Рамазан Демир. 28 лет. Миллионы знают его лицо. Но почти никто не знает его. Настоящего. Того, кто сидит дома в тишине и задает себе вопросы, на которые нет ответов. Того, кто успешен, но несчастлив. Того, кто получил все, но потерял главное – свободу быть собой. И вот посреди всего этого внутреннего хаоса он принимает решение, которое удивляет всех. 2024 год. Зимородок на пике популярности. 3-й сезон бьет рекорды. Мерта приглашают на все крупнейшие площадки. Продюсеры выстраиваются в очередь с предложениями. Контракты на миллионы. Роли, за которые другие актеры готовы отдать все. И что он делает? Отказывается. Не от одного проекта. От десятков. Сценарии, которые гарантируют кассу. Романтические комедии. Драмы с проверенной формулой. Сериалы,
где он снова будет играть харизматичного красавца с трагичным прошлым. Все, что работает. Все, что принесет деньги и удержит внимание. Он говорит «нет». Агенты в шоке. Продюсеры не понимают. Ты на пике. Сейчас твое время. Через 2 года тебя заменят другим. Стандартная логика индустрии. Бери, пока дают. Используй момент. Будь везде. Иначе забудут. Но Мерт делает обратное. Он замедляется. Знаете, что это значит в мире, где скорость приравнивается к успеху? Это значит риск. Огромный риск. Потому что публика жестока. Исчез на год, уже не интересен. Появился кто-то новый, ты вчерашний день. Индустрия не прощает пауз. Но он сознательно берет паузу. Говорит, что устал играть одно и то же. Что больше не хочет быть красивым парнем с грустными глазами. Что хочет роли, которые пугают. Которые ломают. Которые требуют не внешности, а глубины. В кулуарах начинают говорить «он сошел с ума». Упускает шанс жизни. Карьера закончится через год. Классическая реакция индустрии на того, кто выходит за рамки правил. Но что, если правила устарели? Что, если формула успеха, которая работала 20 лет назад, больше не работает? Что, если зритель устал от одинаковых лиц, играющих одинаковые роли по одинаковым сценариям? Мерт это чувствует. Он видит, как меняется восприятие. Как зрители все чаще хотят не идеальных героев, а сломанных. Не истории про любовь, а истории про выживание. Не красивых картинок, а правды. Даже если она уродлива. И он начинает искать именно такие проекты. Антигероев. Людей с темными сторонами. Персонажей, которых невозможно любить, но невозможно не понять. Ролей, после которых зритель выходит не с улыбкой, а с вопросами. Ему присылают сценарий. Психологический триллер. Герой – человек с моральными дилеммами. Делает ужасные вещи, но по понятным причинам. Роль, которая может уничтожить карьеру, если не справишься. Потому что зрители ненавидят героев, чьи действия они не могут оправдать. Мерт читает. И говорит «да». Все вокруг против. Это самоубийство. Ты разрушишь образ. Фанаты отвернутся. Он пожимает плечами. Значит, отвернуться. Вот что отличает актеров, которые остаются в истории, от тех, кто исчезает через 5 лет. Готовность рисковать. Не ради провокации, а ради правды. Потому что играть безопасно – это медленная профессиональная гибель. Ты становишься предсказуемым. А предсказуемость – это скука. Но есть и другая сторона этого решения. Личная. Мерт понимает, если он будет продолжать играть романтических героев, он никогда не вырвется из клетки образа. Люди будут видеть в нем Феррита. Всегда. Любую роль будут сравнивать. Любого персонажа будут мерить по старым ожиданиям. И единственный способ сломать это – сыграть что-то настолько другое, что зритель будет вынужден забыть про прошлое. Шокировать. Не внешне. Внутренне. Показать сторону себя, которую никто не ждет. Риск или необходимость? Может быть, и то, и другое. Параллельно он начинает снижать присутствие в соцсетях. Меньше постов. Меньше сторис. Меньше заглядываний в личную жизнь. Фанаты возмущаются. Ты забыл о нас. Ты изменился. Слава ударила в голову.
А он просто устал быть контентом. Устал от того, что каждая его фотография должна что-то значить. Что каждое молчание интерпретируется. Что его жизнь превратилась в сериал, который люди смотрят в режиме реального времени. Он говорит друзьям: «Я не хочу быть инфлюенсером. Я хочу быть актером». Разница огромная. Инфлюенсер продает себя. Актер продает персонажей. Первое требует постоянной доступности. Второе требует дистанции. И Мерт выбирает дистанцию. Осознанно. Понимая, что это будет стоить ему части аудитории. Но оставшаяся часть будет следить за ним не из-за личной жизни, а из-за работы. И это именно те люди, которые останутся через 10 лет. Индустрия начинает говорить: он готовится к международному рынку. И в этом есть правда. Потому что его имя уже выходит за пределы Турции. Зимородок смотрят в Европе, в Южной Америке, на Ближнем Востоке. Его узнают в аэропортах других стран. Но международный рынок требует другого подхода. Там не работают турецкие формулы. Там ценят не красоту, а мастерство. Не популярность, а диапазон. И Мерт это понимает. Понимает, что если он хочет играть не только для турецкой аудитории, ему нужно доказать, что он больше, чем красивое лицо. Поэтому он выбирает роли, которые ломают ожидания. Поэтому отказывается от легких денег. Поэтому молчит, когда его спрашивают о планах. Потому что планы грандиозные. И если он их озвучит сейчас, все скажут: он возомнил себя. А если он их реализует, скажут: мы всегда в него верили. Но есть и внутренний мотив. Более глубокий. Мерт боится застрять. Боится стать заложником одного образа. Боится через 10 лет оглянуться и понять, что всю карьеру играл одного и того же человека в разных костюмах. Он видел таких актеров. Звезды, которые не смогли вырваться из типажа. Которых зрители любят, но не воспринимают всерьез. Которые зарабатывают деньги, но не получают признания. И это его кошмар. Быть популярным, но неуважаемым. Поэтому каждый новый сценарий он проверяет одним вопросом: пугает ли меня эта роль? Если нет, отказывается. Если да, читает дальше. Потому что страх – это знак. Знак того, что здесь есть вызов. А вызовы – это единственное, что заставляет расти. 3 месяца без крупных проектов. Фанаты начинают волноваться. Что с ним? Почему он пропал? Может, болен? Теории множатся. А он просто читает сценарии. Отказывается. Ждет. Того самого. Проекта, который изменит все. И вот в конце 2024 года приходит предложение. Стриминговая платформа. Международный проект. Бюджет, о котором турецкие сериалы даже не мечтают. И роль, которая ему настолько не подходит, что все уверены, он откажется. Персонаж старше его на 10 лет. Измученный. Потерявший все. С лицом, изрезанным опытом. Ничего общего с Феритом. Ничего общего с обаятельным героем-любовником. Это человек на дне. Пытающийся выбраться. И не факт, что у него получится. Мерт читает сценарий за ночь. Утром звонит агенту. «Я беру это». Агент молчит. Потом: «Ты уверен?» Пауза. «Нет. Но именно поэтому я должен это сделать». Знаете, что происходит, когда актер выбирает роль, которая ему не подходит? Либо провал, либо перерождение.
третьего не дано. И Мерт понимает это. Но он устал быть безопасным. Устал от ролей, которые он может сыграть с закрытыми глазами. Хочет проверить себя. До предела. Начинается подготовка. Он худеет. Специально. Чтобы лицо стало острее. Чтобы глаза казались больше. Чтобы исчезла юношеская мягкость. Он меняет походку. Голос. Манеру держаться. Это не Мерт на экране. Это кто-то другой. Съемки начинаются в 25-м году. Первый дубль. Режиссер смотрит в монитор. Молчит. Снимает вторую сцену. Молчит. После третьей подходит к Мерту. И говорит: «Я не узнаю тебя». И это именно то, что нужно. Вот что значит настоящее актерское мастерство. Не быть собой. Быть кем угодно. Растворяться. Исчезать. Чтобы на экране остался только персонаж. Без следов актера. Но пока проект в работе, публика ничего не знает. Видит только паузу. И начинает делать выводы. Он закончился. Ушел в тень. Больше не актуален. Классическая реакция на тишину. А Мерт не реагирует. Потому что знает, скоро все изменится. Скоро выйдет проект, который заставит всех заговорить. Не о его личной жизни. Не о романах. О его игре. Потому что это все, что имеет значение. Все остальное – шум. Сегодня ему 28. Позади – головокружительный взлет. Впереди – неизвестность. Он стоит на краю. Следующий шаг либо поднимет его на новый уровень, либо обрушит все. И знаете что? Он готов к любому исходу. Потому что худшее, что может случиться с актером, это не провал. Это предсказуемость. А Мерт Рамазан Демир предсказуемым быть не собирается. 25-й год. Январь. Стамбул накрывает холодом, но город живет. Кафе полны людей, улицы шумят, жизнь течет. А где-то в тихой квартире на окраине сидит человек, которого знают миллионы, но который в этот момент совершенно один. Мерт смотрит в окно. Ему скоро 28. Возраст, когда большинство людей уже понимают, кто они. А он все еще задает себе этот вопрос. Кто я? Актер? Звезда? Или просто парень из Шили, который случайно оказался в центре чужих ожиданий? Знаете, что самое сложное в успехе? Не получить его, а жить с ним. Потому что успех меняет все вокруг, но не меняет тебя внутри. Ты все тот же человек с теми же страхами, сомнениями, вопросами. Просто теперь у тебя нет права показывать это. Потому что люди хотят видеть победителя. Уверенного. Сильного. А не того, кто просыпается ночью в холодном поту, думая: а что, если я не справлюсь? Мерт справляется. Внешне. Проекты идут. Контракты подписываются. Фотографии выходят в журналах. Все выглядит идеально. Но внутри живет тревога. Постоянная. Тихая. Та, о которой он никому не рассказывает. Тревога, что новый проект провалится. Что зрители не примут его в другом образе. Что он сделал ставку на риск, а риск не оправдается. Что через год о нем забудут. Что все, чего он достиг, рассыплется. Потому что построено на песке популярности, а не на фундаменте таланта. Он говорил об этом один раз. Очень кратко. В интервью,
которые почти никто не заметил. Сказал: «Я боюсь не провала. Я боюсь посредственности. Стать актером, который всем нравится, но никого не трогает». Вот в чем его настоящий страх. Не в том, что его забудут, а в том, что его запомнят как того симпатичного парня из сериала. Без глубины, без следа. Еще одно красивое лицо, которое промелькнуло и исчезло. И именно этот страх толкает его вперед, заставляет отказываться от легких путей, заставляет выбирать роли, которые пугают. Потому что страх провала меньше, чем страх быть забытым. Но есть и другая история. Та, о которой почти не говорят. История о цене. Что теряет человек, когда становится публичным? Свободу. Простую, человеческую свободу. Выйти в магазин, не думая, что тебя сфотографируют. Поссориться с кем-то, не боясь, что это станет заголовком. Влюбиться, не превращая чувства в шоу для миллионов. Мерт потерял это. Давно. И не вернет. Потому что популярность – это необратимый процесс. Ты можешь уйти из профессии, но лицо твое останется известным. Навсегда. И он научился жить с этим. Научился создавать внутри себя пространство, куда не проникает внешний мир. Научился быть один даже в толпе. Научился улыбаться, когда внутри пусто. Это не фальшь. Это выживание. Те, кто близко его знают, говорят, последние 2 года он изменился. Стал жестче. Не в плохом смысле. Просто границы стали четче. Он больше не пытается всем нравиться. Не объясняет свои решения. Не извиняется за то, что выбирает себя, а не ожидания других. Это взросление. Болезненное. Но необходимое. Потому что в индустрии выживают не самые талантливые. Выживают те, кто умеет говорить «нет». Продюсерам. Фанатам. Даже самому себе. Мерт научился этому. Научился отказываться. От денег. От славы. От ролей, которые принесли бы ему еще больше популярности, но украли бы последние остатки души. Он понял простую вещь: ты можешь отдать людям свое мастерство. Но если отдашь себя, не останется ничего. И тогда даже мастерство исчезнет. Потому что играть можно только из полноты. Из пустоты играть невозможно. Поэтому он выстроил стену. Высокую. Крепкую. Между собой и миром. Не из злости. Из необходимости. Чтобы сохранить то, что еще осталось. Того Мерта, которого не касались камеры. Которого не обсуждают в комментариях. Который просто живет. Где-то внутри. И знаете что? Эта стена делает его игру сильнее. Потому что он приходит на площадку не опустошенным, а наполненным. У него есть что отдать. Потому что он не раздает себя каждому встречному. Вот чего не понимают те, кто требует от публичных людей полной открытости. Открытость – это не щедрость. Это саморазрушение. Потому что если ты открыт всем, ты не принадлежишь никому. Даже себе. 2025. Весна. Выходит трейлер нового проекта. Международная платформа. Большой бюджет. И Мерт в кадре. Но это не тот Мерт, которого все знают. Это кто-то другой. Изможденный. Потерянный. С лицом, на котором написана боль. Реакция мгновенная. Что с ним? Он похудел. Это грим. Нет.
это работа. Потому что он не играет больного человека. Он стал им. На время съемок. Полностью. Метод. Режиссеры называют это методом. Когда актер не изображает персонажа, а живет его жизнью. Ест тоже. Спит так же. Думает так же. Стирает границу между собой и ролью. Это опасно. Психологи предупреждают, такой подход может сломать. Потому что не всегда легко вернуться обратно. Из глубины персонажа в свою собственную реальность. Некоторые актеры застревают там. Навсегда. Но Мерт идет на этот риск. Потому что играть по-другому для него больше невозможно. Он не умеет наполовину. Он либо полностью, либо никак. Съемочная группа рассказывает, между дублями он не разговаривает. Сидит в стороне. Не выходит из образа. Даже когда день закончен, он не сразу возвращается к себе. Едет домой в тишине. Долго сидит один. Отпускает персонажа медленно. Как будто прощается с кем-то близким. Это уже не профессия. Это одержимость. И она пугает его самого. Потому что он чувствует, граница стирается. Он перестает понимать, где заканчивается роль и начинается он. И это тревожит. Но и притягивает. Потому что именно в этом состоянии рождается настоящая игра. Лето. Съемки заканчиваются. Он возвращается к себе. Но возвращается другим. Тише. Задумчивее. Будто часть его осталась там, в персонаже. И может быть, так и есть. Друзья замечают изменения. Он стал меньше шутить. Меньше говорить вообще. Уходит в себя. Долго смотрит в одну точку. Будто видит что-то, чего не видят другие. Один из близких спрашивает: «Ты в порядке?» Мерт кивает. Но взгляд говорит другое. Взгляд говорит: «Я не знаю». И это честно. Потому что он действительно не знает. Не знает, куда его ведет этот путь. Не знает, что будет через год. Через 5 лет. Не знает, останется ли он актером или превратится в того, кто больше не может отличить игру от реальности. Но он продолжает идти. Потому что остановиться страшнее. Остановиться значит задать себе все вопросы, от которых он бежит. А бежать легче. Работать легче. Растворяться в ролях легче, чем встречаться с собой. Осень. Фестивальный сезон. Проект, который он снимал, номинируют. Его приглашают на закрытый показ. Он приезжает. Смотрит себя на большом экране. И не узнает. Это странное чувство. Видеть себя и не видеть. Потому что человек в кадре не он. Это персонаж. Но персонаж, которого он создал из себя. Из своей боли. Из своих страхов. Из того, что обычно прячет. После показа критики подходят. Хвалят. Говорят, что это лучшая его работа. Что он вырос. Что теперь его будут воспринимать иначе. Он благодарит. Улыбается. А внутри пусто. Потому что похвала не заполняет. Она отскакивает от поверхности и падает. А внутри все та же пустота. Все те же вопросы. Все то же ощущение, что чего-то не хватает. Чего-то важного. Но чего, он не понимает. Зима. 28 января приближается. Еще один год. Еще один круг. И он стоит у окна.
смотрит на город и думает о пути, о цене, о том, что потерял, о том, что нашел, о том, стоило ли оно того. И ответа нет, потому что ответ появляется только в конце. А конец еще не наступил. 28 января 2026 год. Утро. Стамбул просыпается под серым небом. Город шумит, как всегда. Миллионы людей начинают свой день. Работа. Учеба. Рутина. А где-то в этом городе просыпается человек, для которого этот день – рубеж. Мерт Рамазан Демир. 28 лет. Он открывает глаза. Первая мысль – не о дне рождения. О работе. О сцене, которую вчера переснимали 5 раз. О том, что все равно было недостаточно хорошо. Он всегда просыпается с этим. С ощущением, что мог лучше. Телефон взрывается сообщениями. Поздравления. Тысячи. Десятки тысяч. От людей, которых он не знает. Которые любят его. Или думают, что любят. Потому что любят образ. Идею. Проекцию. Но не его. Настоящего. Потому что настоящего не знает почти никто. Он листает. Не читает. Просто листает. Лица. Имена. Пожелания счастья. Успеха. Любви. Всего, чего у него либо нет, либо он не умеет принять. Встает. Окно. Город внизу. Тот самый город, где 10 лет назад он ходил на кастинге. Где его не замечали. Где он был никем. И знаете что? Иногда он скучает по тому времени. По той простоте. Когда ты никому ничего не должен. Когда твоя жизнь принадлежит только тебе. Но назад дороги нет. Это невозможно. Ты можешь уйти из профессии, но не из памяти людей. Популярность – это татуировка. Навсегда. 701. Он смотрит на цифры на своей коже. Напоминание. О моменте, когда все изменилось. О ночи, когда он принял решение не сдаваться. Когда поверил, что у него получится. Даже когда никто другой не верил. Получилось. Он добился всего, о чем мечтал. Даже больше. Он знаменит. Успешен. Востребован. У него есть деньги. Признание. Возможности. Все, что считается успехом в этом мире. Так почему же внутри так пусто? Это не депрессия. Не выгорание. Это что-то другое. Ощущение, что ты достиг вершины, а там ничего. Просто другой склон. И новый подъем. И он бесконечен. Потому что в этой индустрии нет точки «достаточно». Есть только дальше. Выше. Больше. И Мерт устал. Не физически. Экзистенциально. Устал доказывать. Устал быть на высоте. Устал от того, что каждый его шаг взвешивают, анализируют, судят. Он думает о тех, кто был с ним в начале. Одногруппники по актерской студии. Большинство бросили. Ушли в другие профессии. Некоторые до сих пор пытаются. Ходят на кастинги. Получают отказы. Мечтают о том, что у него уже есть. Будь он на их месте сейчас, позавидовал бы себе? Наверное. Но он на своем месте.
и знает то, чего они не знают. Что успех не делает тебя счастливым. Он делает тебя занятым, востребованным, обсуждаемым, но не счастливым. Счастье – это что-то другое. Что-то, чего у него нет. И, возможно, уже не будет. Потому что для счастья нужна свобода. А он ее отдал. За карьеру. За признание. За возможность быть тем, кем хотел. Справедливый обмен. Он не знает. Спросите его через 10 лет. Может быть, тогда он поймет. Звонок. Агент. Поздравляет. Быстро. По делу. Новое предложение. Крупный международный проект. Голливудская студия. Главная роль. Контракт на 3 фильма. Это то, о чем мечтают все актеры из неанглоязычных стран. Прорыв на мировой уровень. Мерт слушает. Молчит. Агент ждет восторга. Его нет. Только вопрос: мне нужно подумать. Агент не понимает. Подумать? О чем? Это шанс. Мерт кладет трубку. Смотрит в окно. Думает. Еще 3 фильма. Еще 3 года жизни, отданных чужим историям. Еще 3 года быть кем-то другим. Когда же он будет собой? Вот вопрос, который его мучает. Кто он? Без ролей. Без камер. Без миллионов глаз, смотрящих на него. Просто человек. Мерт. Ни Демир-актер. Ни звезда. Ни персонаж. Просто Мерт. Он не знает ответа. И это страшно. Потому что он отдал столько лет профессии, что потерял себя в ней. Растворился. И теперь не может найти обратно. Может быть, поэтому он так легко входит в роли. Потому что быть кем-то другим проще, чем быть собой. Когда ты не знаешь, кто ты. День проходит. Друзья зовут отметить. Он отказывается. Говорит, что устал. На самом деле просто не хочет притворяться радостным. Устал от масок. Даже в день рождения. Вечер. Он один. Наливает воды. Ни вина. Ни шампанского. Воды. Потому что празднует не успех, а выживание. Еще 1 год. Еще 1 круг. И он не сломался. Это уже достижение. Включает старый фильм. Не турецкий. Европейское арт-кино. Медленное. Тихое. Без спецэффектов. Без громких эмоций. Просто человеческие истории. Простые. Настоящие. Он смотрит. И чувствует зависть. Зависть к актерам, которые могут играть такое кино. Где не нужно быть красивым. Где можно быть сломанным. Где важна не внешность, а глубина. Он хочет этого. Хочет ролей, где не нужно быть иконой. Где можно быть человеком. Уязвимым. Несовершенным. Настоящим. И, возможно, этот новый международный проект дает такой шанс. Возможно, это то, чего он ищет. Или, возможно, это очередная ловушка. Еще 1 красивый контракт, который заберет кусок души. Он не знает. И это нормально. Потому что жизнь – это не сценарий. В ней нет правильных ответов. Есть только выборы. И последствия. Мерт встает. Подходит к окну.
Стамбул ночью. Огни. Миллионы окон. Миллионы жизней. Каждая со своей историей. Своей болью. Своими мечтами. Где-то там внизу мальчик мечтает стать актером. Смотрит фильмы. Представляет себя на экране. Думает, что это принесет ему счастье. Мерт хочет крикнуть ему: «Не делай этого!» Но не может. Потому что тогда он сам не стал бы тем, кто он есть. А кто он? Успешный актер с пустотой внутри? Или человек, который нашел свое призвание, но потерял себя? Ответ где-то посередине. И может быть, это нормально. Может быть, в этом и есть правда. Что ты можешь быть успешным и несчастным одновременно. Известным и одиноким. Сильным и сломанным. Противоречие – это не слабость. Это человечность. Мерт улыбается. Первый раз за день. Не для камеры. Не для людей. Для себя. Потому что понял что-то важное. Неважно, знает ли он, кто он. Неважно, куда его ведет этот путь. Неважно, будет ли он счастлив или нет. Важно, что он идет. Не останавливается. Не сдается. Даже когда трудно. Даже когда не понимает. Даже когда кажется, что все потеряно. 701. Цифры на коже. Напоминание о ночи, когда он выбрал продолжать. Когда мог остановиться, но не остановился. И сегодня он делает тот же выбор. Продолжать. Идти дальше. В неизвестность. Потому что известность уже не интересна. А неизвестность пугает. И именно это делает ее притягательной. Завтра он позвонит агенту. Скажет «да» международному проекту. Не потому, что это правильно, а потому, что это следующий шаг. А стоять на месте хуже любой ошибки. 28 лет. 10 лет в профессии. От никого до звезды. От мальчика из Шили до актера, которого знают на 3 континентах. История закончена. Нет. Она только начинается. Потому что первые 28 лет – это подготовка. Все, что было до этого момента, это фундамент. Настоящая история начинается сейчас. Когда ты знаешь, кто ты не есть. Когда ты потерял иллюзии. Когда ты понимаешь, что успех – это не финал, а процесс. Бесконечный. Мучительный. Прекрасный. Мерт Рамазан Демир. 28. Актер. Человек. Загадка даже для самого себя. Что будет дальше? Никто не знает. Даже он. Он докажет, что может быть великим. Или сломается под давлением. Найдет ли он себя? Или навсегда останется тем, кто живет чужими жизнями? Будет ли он счастлив? Или так и проживет в поиске чего-то, что не имеет названия? Время покажет. А пока он стоит у окна. Смотрит на ночной Стамбул. И знает только одно. Он не остановится. Никогда. Потому что остановка – это конец. А он еще не готов к концу. История продолжается. И вы будете свидетелями. Потому что Мерт Рамазан Демир – это не тот, кто уже всего достиг. Это тот, кто только начинает показывать, на что способен. С днем рождения, Мерт! Следующая глава твоей истории будет самой важной. И мы будем смотреть.